Хочешь знать, откуда эти шрамы? Всем привет! Многие, кто интересуется темой переезда на Филиппины, часто спрашивают меня про медицину на островах. В этом видео я не буду вдаваться в теоретические размышления на эту тему, а расскажу случай, который случился со мной. Я расскажу, как я попал в больницу на Филиппинах, почему в больнице я лежал трижды и сколько все это мне стоило. Я думаю, эта история может оказаться кому-нибудь интересной и познавательной. Ну а прежде чем я приступлю к рассказу своей истории, вон там внизу колокольчик жмякни, не поленись. Эта история случилась со мной уже 4 года назад. Был конец 2020 года, и на Филиппинах тогда действовали сильные ковидные ограничения. Нельзя было не только ездить в другие города, но даже из своего района нельзя было выходить. Помимо прочих ограничений, действовал и комендантский час после 10 вечера. Тогда у нас на районе образовалось определенное русскоговорящее сообщество застрявших в ковид. И время от времени мы собирались во дворе дома нашего приятеля на барбекю, примерно в 20 минутах ходьбы от арендуемого мною тогда домика. В тот вечер, после очередных таких посиделок, я брел домой. Время было ровно 10 вечера. Не хотелось нарваться на патруль и извиняться перед ними за нарушение комендантского часа. Я прошел главный перекресток и уже шел по обочине своей улицы. Но до дома я не дошел буквально несколько сотен метров. Со спины в меня влетел мотоциклист. На шум тут же выскочили соседи, вызвали скорую, за что им большое спасибо. Я лежал на дороге с проломленным черепом и переломанными, торчащими наружу костями левой ноги. Рядом суетился филиппинец со своим мотоциклом, который намотал меня на колесо, а вокруг собралась уже внушительная толпа зевак. Кто-то кому-то звонил, кто-то прикрывал меня зонтиком от идущего в этот момент дождя, а одна девушка даже вела онлайн-стрим. Я потом этот стрим скачал, и кадры из него вы видите сейчас на экране. Don't move, sir. Just relax. Пока все вокруг суетились, сбивший меня парень поднялся, отряхнулся, подошел, посмотрел на меня, поднял свой байк и дал по газам. Вот он, этот момент даже попал в кадр. И спойлер, больше этого парня никто и никогда не видел. Napakwan iyang ulo. Pa imo nang gitawag pa ambulansya? Lord. Asa yang kuyog? Stoy, asa ka? Hoy! Sundala yun. Asa to? Уже потом полиция опрашивала очевидцев, но все сказали, что не знают ни его, ни где он живет. Филиппинцы, конечно, в этом плане молодцы, они всегда за своих стоят горой. Вот действительно, один за всех и все за одного. Нам в этом плане стоит у них поучиться. Вот если бы иностранец сбил филиппинца и сбежал, уж поверьте мне, его бы нашли уже через 5 минут. А тут, посмотрите сами на видео, человек 20 свидетелей. Действуют ковидные ограничения, когда на районе посторонних ну просто быть не может. Да и парень попал в кадр на видео. Но когда пришла полиция, то выяснилось, что никто ничего не видел, никто ничего не знает. Сколько времени я проезжал на дороге до приезда скорой, я не помню. Из-за сотрясения момент аварии и то, что было позже, стерся у меня из памяти. В себя я пришел уже в больнице, когда доктор зашивал мне голову. Скорая привезла меня в частный госпиталь Селиман, и после того, как меня зашили и обработали все раны, меня положили в индивидуальную палату, где кроме меня других больных больше не было. Док сказал, что обычно при похожих переломах нужно внутрь ставить штырь, но это не мой случай. Из-за того, что кость раздроблена и много осколков, а я какое-то время с открытым переломом полежал под дождем и есть риск инфекции, то в такой ситуации он может поставить только внешнюю шину. К операции меня готовили несколько дней, ставили капельницы, делали уколы. Еще мне нужно было переливание крови, но большое спасибо ребятам, кто сразу же откликнулся и задонатил кровь. Ну а трещина в черепе док сказал зарастет сама, нужен лишь постельный режим. Кормили на удивление в больнице неплохо, и больничная еда не вызывала отторжения. Я заметил, что еда в больнице была не похожа на филиппинскую, в рационе практически отсутствовал рис. Возможно, для иностранцев там отдельное меню. На третий день меня прооперировали. Закрутили в берцовую кость 6 огромных саморезов и связали общей внешней шиной. При этом с малой берцовой, которая тоже была переломана, даже и делать ничего не стали. Док сказал, что она в организме особой роли не играет.
Вот так это выглядело на снимке. Кажется, немного кривовато, не? Вот и мне показалось так же. Ладно, и так сойдет. Но док успокоил, сказал: ты не переживай, погоди пару месяцев, сформируется костная мозоль, мышцами подтянется, выровняется, все будет хорошо, скорее всего. После операции я провел в больнице еще несколько дней. И ровно спустя неделю после того, как я попал в больницу, меня можно было выписывать. Оплати счет за лечение и можешь ехать домой. Счет составил всего ничего, около 250 тысяч песо. Это примерно 4500 долларов. И пока ты не оплатишь всю сумму, ты даже из больницы выйти не сможешь. Никакой страховки, которая могла бы облегчить эту ношу, у меня не было. А пока ты не оплатишь всю сумму, охрана просто не выпустит тебя из больницы. Посчитано было все, вплоть до каждого протирания влажной салфеткой моего лба. Ума не приложу, кто все это считал, но сразу стало понятно, почему в мою палату постоянно кто-то приходил. То кровь брали на анализ по 3 раза в день, то салфетками мне лоб до блеска дотерли. Стало понятно, почему меня положили в отдельную, индивидуальную палату. У меня оказалось аж 4 лечащих врача: травматолог, невролог, анестезиолог, а одного я вообще с трудом вспомнил. Он за все это время пришел один раз, спросил, как у меня дела, и ушел. Я так и не понял, кто это был, но эту услугу тоже пришлось оплатить. Всей суммы, необходимой для того, чтобы заплатить за больницу, у меня в тот момент не было. И мне очень повезло, что друзья не отказали в помощи и буквально выкупили меня из больницы. Юрка, Андрей, Ромка, Эдик, Костя, если смотрите, еще раз вам огромное спасибо за то, что оказались рядом в трудную минуту. Кто-то с деньгами помог, кто-то в больнице помогал, кто-то приносил продукты и помогал с готовкой. Мадам Эвелин, вам тоже отдельная благодарность. Это хозяйка того домика, который я снимал. Она кормила меня все это время, то, что я был на костылях, простила 1 месяц аренды и сделала хорошую скидку на последующие месяцы. Через некоторое время мне выкрутили болты, сняли шину и одели что-то типа гипса, с которым нужно было ходить еще какое-то время. С момента аварии прошло уже 4 месяца, и все это время я был на костылях и нормально ходить так и не начал. На снимке к тому времени искривление как было, так и осталось. А на очередном приеме у травматолога док лишь развел руками. Ну что ж, неправильно срослось, надо переламывать. Если помните, это был разгар ковида, когда 2-недельный карантин шел уже 2-й год. Границы были закрыты и самолеты не летали, а поэтому не оставалось другого выбора, как снова ложиться в больницу на операцию. Перед тем, как снова лечь в больницу, док предложил 2 варианта. Можно поставить либо штырь прямо внутрь кости, либо болтами прикрутить пластину. Штырь лучше и его не надо вынимать, а пластина дешевле и через пару лет ее надо убирать. Я онлайн посоветовался со знакомым доктором в России, и он посоветовал выбрать штырь. На том и решили. В назначенную доктором дату я госпитализировался. На протяжении нескольких дней меня готовили к операции, ставили капельницы, брали анализы. Изначально меня положили в общую палату, где кроме меня было еще 8 больных, но на следующий день снова перевели в индивидуальную. Пришел и док с радостными вестями. Ты, говорит, длинный, и такого длинного штыря нету в наличии. Его нужно заказывать и ждать заказ на протяжении 2 недель. А поэтому мы будем ставить пластину и прикручивать саморезами. Все как и в прошлый раз. Меня прооперировали, спустя несколько дней после операции пронаблюдали и спустя неделю после госпитализации выписали. Счет за лечение в этот раз составил немногим меньше, чем и в прошлый раз, примерно 230 тысяч песо. Это примерно 4100 долларов. Всего по итогу на костылях я провел около 7 месяцев, и около 9000 долларов стоило все лечение вместе со всеми больницами и со всеми регулярными чекапами. А такие виды деятельности, как бегать, прыгать и играть в волейбол, остались теперь в воспоминаниях. Я, конечно, не специалист, но у моей логики к филиппинскому здравоохранению осталось несколько вопросов. Если изначально нельзя было установить внутренний штырь из-за осколков, то почему во время первой госпитализации нельзя было сделать 2 операции с разницей в несколько дней? Удалить осколки, а через несколько дней установить штырь. Ну пусть бы я первый раз в больнице провел на несколько дней дольше. Но зато бы не пришлось ложиться в больницу 2-й раз, заново сдавать все анализы, делать снимки. Это обошлось бы мне намного дешевле. Если кто знает, напишите в комментариях. А во время 2-й госпитализации почему док об отсутствии штыря нужного размера сообщил не до госпитализации, а уже когда я под капельницей лежал на операционном столе? Ну тут, я считаю, конкретный проеб. Мы бы заранее заказали штырь нужного размера, и пусть бы я в больницу лег на 2 недели позже. И тем не менее, несмотря на некий осадок, и доктору, и персоналу я безмерно благодарен. Сейчас все хорошо, и я могу нормально ходить. Что касается страховки, то делать или нет страховку, тут личный выбор каждого.
Просто посмотрите на свою жизнь, ну скажем, за последние 5 лет. Как часто вы попадали в больницу? Как часто с вами что-то случалось? Если вы в этом плане не самый везучий человек, то, скорее всего, вам нужно сделать страховку. На Филиппинах много частных страховых компаний, которые работают с иностранными экспатами, а поэтому это не будет проблемой. Главное убедиться, что больница в том городе на Филиппинах, в котором вы живете или планируете жить, сотрудничает с вашей страховой компанией. Чего это вдруг я вообще вспомнил про эту историю спустя 4 года? А то, что сейчас, приехав в Россию, я решил доделать ногу и наконец-то удалить эту пластину. Вот он. За 2 года ничего не изменилось. Ну а что тут? Нет, мозоль вот на малоберцовой кости появилась. Такая же там на снимке 2 года назад, да. По-моему, такая же, да. мне кажется. Она только она кривая, эта малоберцовая. Она особой функции. Не, да. А это вон заросла, как даже шва не видно. Нет, видно. Видно. Я снова лег на операцию. Во время операции я был в сознании, и забавный момент, что когда доктор вскрыл мою ногу, он очень удивился. Он позвал коллег: смотри, говорит, нержавейка, ого, нифига себе, нержавейка. Я не знаю, почему нержавейка вызвала столько эмоций у наших докторов, наверное, потому что такие пластины у нас уже давно не используются. Только что прооперировали меня. Вот мама тут. 3 операции уже на ноге было. Пластину хотел на память забрать, но доктор не разрешил, выкинули ее. Через несколько недель мне сняли швы и разрешили играть в футбол. Мне очень повезло, что я остался живой и теперь здоровый. Но другим везет меньше. Совсем недавно на Филиппинах, на острове Панглау, с моим подписчиком случилась трагедия. После вечерней прогулки с друзьями по Алона-Бич он уже ехал домой на своем мотобайке, как произошло ДТП. 2 байка столкнулись на дороге. За рулем второго мотобайка была девушка-филиппинка. ДТП было не смертельным, но оба пострадавших получили травмы. По филиппинским законам в случае ДТП до приезда скорой и полиции и пострадавший, и техника должны оставаться на месте. И пока столкнувшиеся лежали на дороге в ожидании скорой, на огромной скорости, игнорируя крики и сигналы собравшихся после ДТП прохожих и предположительно в состоянии измененного сознания, обоих насмерть переехал водитель фургона. Panagbangga sa ilang gisakyang motorsiklo sa lungsod sa Dawis, ang mga biktima naligsan pagyud og van. Ang usa sa mga namatay ang babaeng motorista. Сейчас родные нашего парня и родственники той филиппинской девушки пытаются привлечь этого водителя фургона к ответственности, но тот оказался из непростой семьи и со связями. Оказывается, в биографии этого водителя уже был кейс и с наездом на ребенка, и с наркотиками, и в обоих случаях благодаря своим связям он был отмазан. Чем закончится история в этот раз, кто знает. Движение на дорогах в Юго-Восточной Азии хаотичное и сумасшедшее. Большинство пользуются скутерами, а правила дорожного движения носят больше рекомендательный характер, чем являются строгими законами. И все это приводит к частым происшествиям. Приехав сюда, вы попадаете в мир, который живет совершенно по иным, отличным от привычных для вас правил. И это касается не только движения на дорогах, но и в целом вообще всего. Все, что нам остается, попав сюда, это принять этот новый для нас мироустрой и попробовать максимально к нему адаптироваться. Мы должны понимать, что местные жители с молоком матери впитали в себя и эту манеру вождения, и эти правила мироустройства. Для них это бессознательные инстинкты, а для нас выученный и не всегда удачно урок. Я надеюсь, эти истории послужат предостережением путешествующим по Азии. Будьте осторожны, будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности и не подвергайте себя риску на дороге, ведь береженого и Бог бережет. Всем спасибо и всем мира. Я за сколько хочу и кому хочу, тому продаю. Вот вопрос, что стоит. Все же выкупили все. Листики стали. Вот есть вопрос. И все, блядь, прут. Поляки, лабусы, блядь. Мы заберем Калининградскую область. Все, блядь, вот им нужна Калининградская область.